Приветствую вас в мастерской фабрики Ротека. Сегодня в плетении без секретов я покажу, как делать вот такую корзинку. Здесь я буду использовать несколько видов нашего прутка. В основу стоек и ручки у нас пойдет 4-миллиметровый пруток, шлифованный, цвет орех. Донышко, вот это донышко выплетать мы будем 2-миллиметровым орехом, не шлифованным. Шлифованные фактуры у нас начинаются от 4 миллиметров. Вот эту часть мы выплетим 5-миллиметровым натуральным деревом. Еще помимо этого нам понадобится лопатка, бокорезы, плоскогубцы, хомуты. И вот смотрите, вот такая основа. Это обычный тазик 9 литров. Я для того, чтобы плести бескаркасные изделия, его немножко модифицировала. На дне сделала отверстие, на которое я буду крепить стойки. И здесь также паяльником я сделала отверстие по количеству стоек, которые есть у меня на корзинке. Количество это будет у вас всегда меняться. Все зависит от плотности ротанга, от диаметра донышка. Вот, например, здесь у нас донышко не очень большое, стойки очень плотные. 4 миллиметра очень хорошо идут на стойки. И поэтому у нас получается здесь 16 отверстий. Чаще всего, когда стойки меньше, например, диаметра, а диаметр самой корзинки больше, я использую 32 стойки. И тогда между ними у меня есть много таких всяких емкостей. Бескаркасные изделия, несмотря на то, что они идут без каркаса, я выплетаю на какой-нибудь основе. Потому что основа, вот какую вы основу возьмете, такая форма у бескаркасного изделия у вас и будет. Для того, чтобы выплести ровную геометрию и хорошо натянуть, все равно должна быть какая-то основа, на которой мы будем создавать форму. На коленках я не плету бескаркасные изделия только на основе, которую я использую много раз. Потом я могу эту основу как кашпо плести, потому что, в принципе, отверстия на дне могут служить дренажными отверстиями, а здесь по бокам они прикрываются рисунком. Для начала мы возьмем, нам нужно будет 8 стоек. 8 стоек это 4 ленты. Я вот на высоту этой корзинки беру 1,5 метра. Точных размеров я не дам только потому, что все зависит от вашего материала. Если это будет 3-миллиметровый, будет также 1,5 метра, но их будет уже больше. В самом начале не закладывайте слишком много стоек, потому что ваше дно может либо бугриться, либо вы не сможете сложить рисунок. Лучше уже в процессе добавлять стойки. Вначале я ложу максимум, минимум 4 стойки, максимум иногда доходит до 8, но у них диаметр ниже, и чаще всего я использую пруток, двойной пруток. Так, нам нужно, получается, для 8 стоек 4 ленты. Что я делаю дальше? Для того, чтобы мне вот здесь на донышке закрепить эти ленты, я беру 4 хомута и делаю 4 петельки, в которые я потом и вставлю наши стойки, чтобы они были жестко закреплены. Вот так получается. Я делаю 4 петельки. Вот видите, как они изнутри? Я еще их не закрепила. Теперь я беру 2 стойки. Еще у них середина. Еще раз повторю, длина стоек зависит от диаметра вашей корзины и диаметра ротанга, который вы будете использовать. Вот видите, 2 стойки я закрепила. И еще 2 стойки. Также ищу середину. И ложу их крест на крест. Я не переплетаю такие толстые стойки на начальном этапе, потому что будет отверстие и будет некрасиво. Если вы закладываете тоненькие стоечки, например, по 2 миллиметра, то их даже уже на этом этапе можно в противошаг выложить только потому, что у них плотность меньше, сопротивление меньше, и они, в принципе, могут уложиться так, что у вас получится красивый противошаг. Но я стараюсь не использовать 2 миллиметра, например, на стойке. Почему? Потому что стойки не очень крепко держат форму. Хочется стойки пожестче. Если мне нужно даже будет сверху какую-то косичку или рисунок, мы в следующих уроках
Я обязательно сниму мастер-класс, и мы поговорим, посмотрим, как сделать косички. Даже при наличии 5-миллиметровых стоек мы можем сделать косички и заплести красивые рисунки, не используя стойки. Потому что вот 5-миллиметровый ротан очень хорош, но выплетать его, особенно на маленьких диаметрах, а это достаточно небольшой диаметр, сложновато. Он сопротивляется, и нужно его либо феном греть. Вот, у меня получалось вот так. Зафиксировано все должно быть жестко. От того, насколько жестко будут зафиксированы ваши стойки, зависит форма изделия. И, в принципе, комфорт выплетения. На коленках можно выплетать, но есть момент того, что намного комфортнее и быстрее получается на основе, когда у вас все зафиксировано. Донышко у нас будет вот такого плана. Вот здесь немножко больше стоек, потому что это уже ручка у меня включена. Теперь следующим этапом мы берем ротан, который 2, он идет 2,5 миллиметра, и отмеряем его. Нам нужна 2 длины. Я на такое донышко возьму, наверное, 15 метров 30 мне хватит. Покажу вам лайфхак. Смотрите, когда мы взяли с бухты, из-за того, что бухта на намотке накручивается, ну, закручивает этот ротан, он получается у нас такой кучерявый. Особенно ротан тонкого диаметра, он обязательно будет кучерявиться. Для того, чтобы он у вас меньше кучерявился, его нужно хорошо пройти и раскрутить. Вы берете и раскручиваете. Кончик я фиксирую, потому что мы потом разделим на два хвоста нам нужно будет. Теперь смотрите, я соединяю два конца. Ищу серединку. У нас стоек четное количество. 8 штук. Для выплетения, чтобы сходился шаг, нам нужно будет 2 ленты. Мы будем плести 2 прутками одновременно. Мы не будем плести веревочку, мы будем плести в противошаг. Веревочку мы сделаем только по краю. Беру середину и закладываю на любые 2 стойки. Здесь не важно, под какие стойки вы заложите. Лучше под нижние. И получается, идем параллельно 2 в противошаг. Если это у нас сверху, то следующая у нас будет снизу. Вот она здесь у нас снизу была. Здесь она сверху. Дальше опять она же снизу. Следующая, которая идет за ней, сверху. Та, которая была снизу, у нас сверху. А то, которая была сверху, она у нас снизу. Дальше, как мы понимаем, что мы вышли в шаг. Если у нас здесь сверху, видите, у меня сверху, значит, следующий ряд должен быть снизу. Я соблюла шаг. И следующий ряд у меня идет, видите, сверху. Таких я сделаю 3 ряда. Это будет чистая фиксация на начальной стадии. Дальше мы начнем раздвигать стойки, а потом еще и добавлять стойки, потому что у нас стоек всего 8. А на такой диаметр 4-миллиметровых стоек нужно как минимум 16. Еще раз повторюсь, количество стоек зависит от диаметра вашего донышка и диаметра прутка, то есть той плотности, которая есть у прутка. Когда вы начинаете выплетать и видите, что у вас рисунок не ложится, это может быть просто сопротивление стоек, которые не могут уложиться в тот рисунок, который вы задали. У него просто плотность выше, чем вы дали ему место. 3-й ряд я закончила. Закончила там, где начинала. Вот оно у нас начало. И именно с этого ряда я начну разводить стойки. У нас, получается, была 1 стойка. Теперь у нас будет 2 стойки. Мы опять идем в противошаг сверху, снизу. И все, мы продолжаем еще рядов 5-6. Посмотрим. Вот прибавки на дне тоже зависят от диаметра вашей стойки. Нужно смотреть, когда, вот, например, у меня здесь сейчас очень тоненький пруточек, и поэтому у него плотность рисунка высокая, но он не очень плотный сам по себе.
Но стойки у меня достаточно плотные, и если я их начну раньше времени разводить, у нас сейчас нечего здесь разводить, мы будем добавлять стойки, то они начнут сопротивляться и выталкивать вот этот пруток, который есть. Просто я взяла очень тоненький пруток, он очень хорошо укладывается. Если бы я, например, взяла тройку, его бы начала выталкивать, если я раньше начала разводить. Вот здесь у меня вот такая хитрость на этом тазике. Это технические тазики, которые я покупаю в строительном магазине. Здесь вот видите, есть ободки. Вот на этом ободке, скорее всего, я добавлю стойку, потому что по диаметру, по сути, такая как подсказочка у меня. Тазик 9-литровый. Также у меня есть размеченные 12-литровые, 18-литровые. Ведра размечены под бескаркасные изделия. Даже 40-литровые, 60-литровые емкости вы также размечиваете. Я советую всем размечивать не только здесь, но и вот здесь. И стойки на начальном этапе натягивать. Для того, чтобы задать форму, пускай их даже мы потом дальше отпустим, немножко дольше, сложнее выплетать, но зато вы выплетите плотную, ровную, круглую форму, и у вас не будет вот перекосов всяких. Для того, чтобы мне было удобно крутить емкость, я использую вот такую подставку. Это подставка для кашпо, она есть у нас на сайте. Ссылку мы снизу приложим. Я ее использую для выплетения кашпо, видите, и для выплетения корзин. Все, идем по кругу. До тех пор, пока у нас не станет совсем рыхлый рисунок, тогда нам нужно будет добавить еще 8 стоек. Мы подошли к моменту, когда уже стоит развести стойки. Смотрите, рисунок еще довольно-таки плотный, но если мы начнем дальше, диаметр все больше и больше увеличивается, он будет совсем мягкий. И стойки в этом месте могут прогибаться внутрь, рисунок может ездить. Поэтому я беру, закрепляю хомутом наши рабочие нити, чтобы они не убегали в процессе, когда я буду вставлять стойки. Все, рабочие нити у меня закреплены, они никуда от меня не убегут. Теперь я беру 4-миллиметровый шлифованный орех, который я использовала на стойке. Отмеряю стойку. Нам нужно сделать ровно такие же по половинке стойки. У вас возникает вопрос, почему я на начальном этапе не заложила эти стойки? Потому что вот эти еще 4 ленты создадут здесь дополнительную плотность, с которой нам нужно будет работать. Она будет либо рыхлая, либо она будет не собираться у нас. Поэтому я стойки люблю добавлять в процессе, для того, чтобы каждый отдел имел ту плотность, которая нужна для нагрузки. Разницы нет, снутри или снаружи. Я чаще всего завожу снаружи. Вот до сюда. Мы заводим стоечку. Вот, видите, у нас получилась двойная стойка. И здесь у нас нет лишней плотности. Опять беру острым концом и завожу за следующую. Теперь мы берем, так как у меня вот этот рабочий пруток 2 миллиметра, на этом диаметре я уже могу разводить. Если бы у меня рабочий пруток был 3 миллиметра, я бы это сдвигала немножко больше, потому что здесь плотность рисунка была выше. И 3-миллиметровый пруток имеет большую плотность, и вот в таком расстоянии на 4-миллиметровых стойках он бы просто не хотел укладываться. Мне бы нужно было дополнительные приспособления, фены, а я этого не люблю. Я люблю, когда у меня все быстро и комфортно. Нет, я пользуюсь феном, но только в экстренных случаях, когда прям по-другому никак. Здесь многообразие наших материалов дают возможность не пользоваться дополнительными приспособлениями. А сейчас, смотрите, я еще не расширяю, потому что я не доплела до начала. Мне нужно доплести до начала. Вот эта точка раппорта, от которой я все начинаю, все мои плетения начинаются отсюда. Для того, чтобы не сбивать высоту, я также продолжаю в этой точке все расширения и все манипуляции. Добавку, смена ленты я привязываю к этой точке. Стойки у нас, так как мы еще их не развели, не проплели, еще не очень крепко держатся. Дальше в процессе выплетения они станут
Основа этой конструкции будет держаться прочно, крепко. Мы их еще в конце потом запутаем. Вот, видите, вот у меня начало. Вот, видите, начало. Здесь я начала первый раз расширять. Значит, вот с этой стойки, даже с этой стойки, вот так как двойная, вот с этой стойки я могу начать расширение. Так же, как и в прошлый раз. Я первую ленту иду по шагу, она у меня под, следующая над. Я их не перекручиваю, ничего. Каждая лента идет над предыдущей лентой. Просто рисунком по кругу. Пруток, который у нас идет с 4 мм, меньше диаметр мы не шлифуем, он идет такой немного овальной формы. Его еще очень удобно вкладывать вот на стойки или еще где-то. Он не крутится, не вертится, он просто ложится. За счет шлифования он получается такой немножко не круглый. Дальше я продолжаю по кругу. Сейчас я выйду в рисунок. Вот, я подошла к месту, к тому, где расширяла. У меня здесь сверху. Пришла и лентой снизу. И следующая лента идет сверху. Значит, я нигде не нарушила шаг. Значит, я все правильно выплела. И теперь у меня пойдет противошаг дальше по кругу. По кругу до конца диаметра, которого у меня будет корзинка. Закончила я донышко. Ленты мне хватило практически впритык. Еще раз повторяю. Количество ленты, количество прутка зависит от диаметра прутка, от диаметра вашей емкости. Здесь я использовала орех 2 миллиметра. Он идет не 2 миллиметра, 2,5, где-то 2,6, от 2 до 3 миллиметров, до 2,5, я бы так сказала. И мне вот со стойками в 4 миллиметра мне сюда хватило 22 метра, 22,5. Хвостики я закрепляю. Сейчас мы перейдем с вами на другой пруток. Я вам расскажу, из-за чего я его выбрала. Я подошла опять к тому началу, где мы все начинали, где мы делали все расширения. Именно на этой стойке я и закончила. В процессе я не спаиваю, потому что плетение достаточно плотное. Я оставляю хвосты, продолжаю плетение, и потом в конце, когда уже я все изделие собрала, я смотрю, куда эти хвостики лучше всего спрятать и как лучше всего припаять. Потому что пруток 2 миллиметра, во-первых, очень сложно паяется в том плане, что он сам по себе не очень плотный. И место пайки, он мягкий, хороший, плести им хорошо, но место пайки для того, чтобы было крепким, будет бугром. И этот бугор не всегда у вас уйдет под стойку. Следующий пруток, который я использую, это будет 5 миллиметров. Сейчас я расскажу, почему я его выбрала и почему я не взяла, например, полутрубку. Смотрите, вот здесь покажу. Видите, у него, во-первых, высокая плотность. Он создает жесткую основу. Во-вторых, у него, в отличие от полутрубки, нет внутренней части. Если сравнивать, например, с кашпо, у кашпо это декорированный горшок. Внутреннюю часть мы не видим. И поэтому полутрубка для нас создает максимально натуральный эффект лозы. Но корзину мы используем и снутри, и снаружи. И как раз-таки пруток диаметром 4 мм, 5 мм, 3 мм создает эффект, если правильный цвет подобрать, натуральной лозы. Он выглядит и максимально натурально, и держит форму, и плести им так же быстро получается, как и полутрубка. У него диаметр выше, чем 3 мм. Можно взять и 2 мм, я могу продолжить дальше 2-миллиметровым плести. Это будет очень ажурно, очень красиво, но очень долго. И наш мастер-класс ограничен во времени, поэтому мы берем. У нас четное количество стоек. У нас сейчас здесь 16 стоек. 16 стоек у нас именно потому, что мы используем 4-миллиметровый шлифованный пруток, цвет орех. Мы берем все стойки и фиксируем в те отверстия, которые я вам показывала до этого. Для чего мы это делаем? Для того, что 5-миллиметровый пруток, он имеет достаточно высокую плотность, и чтобы нам уложить его красиво в рисунок, нам нужны жесткие натянутые стойки. Натягиваю я стойки, стараюсь не подряд, а вот взяла эту, напротив выбрала отверстие.
Отверстия я делаю заранее. Использую их как шаблоны на разные корзины. Здесь у меня 16 отверстий. Также на таких же горшках у меня бывает 32 отверстия. 32 отверстия я использую чаще всего для 3-миллиметрового прутка. Спрятала я все стойки. Отверстия у меня достаточно плотные. Я их дополнительно не фиксирую, потому что ротанг шишавый, шлифованный, и он не будет у меня убегать. По расстоянию, сколько я беру вот этого 5-миллиметрового прутка. Цвет натуральное дерево, кстати, называется. Вот здесь у меня 16 витков. Я сюда взяла чуть-чуть больше, 20, потому что я хочу ее сделать чуть-чуть повыше. Я беру, замеряю самое широкое место. И делаю таких 10 витков, потому что нам нужно будет 2 ленты, 2 прутка. Потому что у нас четное количество стоек, когда четное количество стоек, нужно 2 прутка. 2 прутка по 10 оборотов. И беру, вот у меня закончились, одна у меня выходит снизу, вторая у меня выходит сверху. Я беру, закладываю, вот как здесь снизу идет. И также чуть дальше я завожу, хвостик оставляю. Я фиксирую его хомутом. Фиксирую плотно для того, чтобы он у нас не убежал. Хвосты я прячу в самом-самом конце, когда я уже свела весь рисунок. Если мне нужно подтягивать, я подтягиваю. Этот ротанг очень плотный, он тоже имеет форму мухты. Поэтому, смотрите, у него есть жесткое направление, как он хочет ложиться. Сначала я выплетаю один круг, иду по рисунку. Вот у нас здесь снизу, значит, этот будет сверху. Опять снизу, сверху. Здесь добавляется сложность в том, что мы не можем, как там, стойки просто, как вытаскивать. Нам теперь нужно протаскивать вот этот весь длинный прут. Для того, чтобы он у меня не кучерявился, несмотря на плотность в 5 миллиметров, он тоже был закручен в бухту и тоже весь закрученный. Я его сейчас выровняю для того, чтобы потом в процессе не тратить на это время. И еще есть момент того, что когда у вас случается вдруг борода, вы начинаете ее тянуть, у вас меняется натяжение. А это тоже очень важно, иметь постоянное натяжение в изделиях бескаркасных, потому что натяжением вы можете деформировать форму. Вот я беру прям и равняю его. Я подошла к тому месту, где завела, и если я пойду, не буду добавлять, у меня сбивается шаг. Для того, чтобы шаг не сбивался, сейчас я вот этот полностью вытяну. Второй я также сажаю на хомут. Вот у нас здесь вышел сверху, значит, он должен идти здесь сверху, а сюда должен уйти под низ. Я завела в тот же хомут, которым крепила первый прут. Для того, чтобы не искать конец и не протягивать все, я беру вот такую петелечку завожу и ей иду в противошаг, а потом уже достаю его в конце, где я закончила оборот вокруг таза. Вот, видите, я пришла, и у меня дальше сходится шаг, потому что мы добавили еще одну ленту. Сюда пойдет снизу, здесь снизу, сюда пойдет сверху. Эти ленты достаточно жесткие, поэтому я буду каждый круг проходить одной лентой, не буду двумя. Подтягиваю, чтобы он лег на форму. Пруток закончился, получилось 10 рядов. Вот здесь у меня 8 рядов, здесь у меня 10 рядов. Оно будет немножко повыше. Форму оно уже держит, потому что ротанг принял форму тазика и он стал жестким. Но для того, чтобы нам закрыть краешек и сделать красиво, как будто натуральная лоза, мы с вами здесь еще проплетем рядов 5, наверное, веревочкой. Веревочкой из прутка 2 миллиметра. Здесь можно и 3 миллиметра использовать, можно сразу стойки завести, но я хочу, чтобы у меня такой небольшой ажур был. Я возьму, сделаю
5 рядов, значит, нам нужно взять 10 раз вокруг ведра. И 2 раза загибаем. Сразу выравниваем, ленточка не длинная. Вот так краешек загибаем. Мы пойдем 2 ленточками. Мы просто плоскогубцами его сплющим, не будем разрезать и крепить. Такой способ крепления я тоже использую. На этом этапе, чтобы нам было проще плести, нам можно уже достать стойки. Мы все стойки достанем. Для того, чтобы нам не протаскивать, вот как мы протаскивали вот этот тугой пруток, мы, в принципе, могли это и раньше сделать, потому что уже отсюда, в принципе, форма создана, и форму будем натягивать на тазик. Вот здесь у меня опять концы. Их нужно зафиксировать, чтобы они не убегали. Вот они, наши концы. Мы идем дальше по направлению. Заводим сюда. Здесь у нас снизу. Сверху мы делаем так. Снизу. Сверху. И здесь мы будем плести вот так, перекручивая веревочкой. Мы просто, получается, свяжем вверх. Для того, чтобы он был и мягкий, и в то же время нам удобно было делать закрутки. Закрутку мы будем делать в конце двойную. Хвостики пока никак не закрепляю. Они у меня просто в плетении. Потом в конце, когда я все уже сделаю, я буду смотреть, куда мне их прятать и стоит ли мне их припаивать. Все, у нас закончилась веревочка. Вот я закрепила опять хомучками. Последний этап это будет закрутка поверху. Я, как видите, до сих пор не снимаю с емкости, потому что сейчас, когда я буду пихать стойки, для того, чтобы не деформировать форму, что мы делаем? Мы берем стойку, заводим за следующую, хвостиком наружу. Опять берем стойку, заводим за следующую, хвостик у нас смотрит наружу. И так по кругу. Мы делаем один круг. И потом делаем второй круг закрепляющий, и у нас получится вот такая волна. Очень многие говорят за то, что как это получается волна. Это просто двойная закрутка. Это мы сделаем для чего? Для того, чтобы одна закрутка будет у нас просто такие петелечки. Двойная закрутка, она подтягивает весь рисунок и, в принципе, край держит хорошо. И волна красивая. Если мы выводим хвостики наружу, у нас изделие немножко стягивается. Если вовнутрь, оно будет у нас немножко расходиться наружу, можно так сказать. Закруткой тоже можно регулировать верхнюю часть формы. Пришла я к последней стойке. Вот у нас следующая стойка. И для того, чтобы у нас было за стойкой, нам нужно завести сюда в петелечку. Прям в петельку заводим и закрываем ряд. Вот все стойчики, видите, у нас смотрят теперь вниз. Они раньше смотрели вверх. Делаем второй ряд. Второй ряд делаем точно так же. Подтягиваем и заводим за следующую стойку. Опять подтягиваем. И видите, у нас создается натяжение. Стойки немножко уходят в сторону, но мы следующим шагом, когда мы будем закреплять стойки, мы это натяжение немножко ослабим тем, что мы посмотрим, в какую сторону нам нужно, чтобы их немножко сбалансировать. С другой стороны заведем еще одну стойку, которую будем прятать в полотно. Прятать в полотно стойку обязательно в бескаркасном плетении, для того, чтобы плетение было прочным. Когда мы ее заведем в обратную сторону, мы как будто сошьем эту корзину, и ей не будет куда деваться. Мы, конечно, можем и обрезать на этом этапе, вот здесь, например. Но есть момент того, что когда вашу корзину будут сжимать, разжимать, когда вы будете ее нагружать, эти стойки могут убежать. Для этого мы используем еще дополнительную фиксацию полотном. Мы засунем их в полотно и вернем в обратном направлении. У нас нет уже больше стоек. Эта стойка у нас отработала. Значит, нам нужно завести вот в эту петелечку. Смотрим по рисунку. Рисунок должен быть везде одинаковый.
Теперь, для того, чтобы нам сбалансировать эту стойку, видите, она ушла сюда. Нам, значит, нужно с этой стороны ее подпереть. И заводить мы стойку будем с той стороны, в которую она ушла, для того, чтобы ее выровнять. В этих моментах я пользуюсь лопаткой, плоскогубцами, потому что ротанг жесткий, силы пальцев может не хватать. Вот. Видите, у нас стоечка выровнялась немножко. И так мы делаем дальше по кругу. Все стойки я спрятала. Видите, выровняла. У меня все ровненько. На этом этапе я могу подкусывать все мои хомуты, потому что изделие уже зафиксировано. Зафиксировано и стойками, и плетением, и срезаем хвостики, просто срезаем их под корень. Стараемся, чтобы у нас срез прятался за основное плетение, чтобы было его не видно. Можно вот так сделать. Опа. Самый ответственный момент отцепляем от емкости. Та-дам! Вот у нас получилась такая корзина. Корзина жесткая. Здесь у нас, видите, все наши хвостики остались внутри. Подключаем паяльник. Мы смотрим с наружной стороны, куда нам что нужно спрятать. Но здесь с наружной стороны вот есть только одна, которую нужно спрятать внутрь, потому что все припойки мы будем делать изнутри. Вот у нас есть еще одна снаружи. Ее тоже прячем внутрь. Тоже прячем внутрь. Это у нас, в принципе, ложится хорошо в рисунок. Мы не будем ее прятать внутрь. Мы ее сейчас так снаружи припаяем. Вот этот пруток 5-миллиметровый, он очень жесткий. Его нужно тоже обязательно припаивать. Потому что вот эти кончики потом в процессе, когда вы будете деформировать, например, могут выскочить и колоться. Берем и припаиваем. Опа, я припаиваю к стоечке. Я срезала наискосочек для того, чтобы не торчало у меня полено, как бревно, как вот здесь. Вот эти бревнышки я тоже поотрезаю, потому что я когда снимала, видите, они немножко повылазили. Мы их чик-чик убираем. И изнутри здесь тоже смотрим. Вот, срезаем наискосочек. Срезаем наискосочек. Вот. И припаиваем. Припаиваю, я подплавляю эту стойку. И припаиваю к несущей какой-нибудь стойке. Здесь я делаю то же самое. Хорошо прижимаю. 2-миллиметровый. 2-миллиметровый у нас мягенький. Мы его можем запутать хорошо в плетении. И тоже припаять к основному плетению. Вот у нас получилась вот такая корзина. У нее красивое ажурное дно. Жесткие, хорошие стенки. В нее можно как цветы сажать, так и паски носить. Эта корзина отличается немножко размером, и у нее есть ручка. Ручка сплетена в довольно-таки простой технике. Если вы хотите, чтобы мы сняли видео по ручке, пишите в комментариях. Если вам понравилось это видео или было полезным, ставьте нам лайки. Плетите с нами.